Брусок массой 2 кг связан невесомой и нерастяжимой нитью с бруском М2 равно 3 кг. Оба бруска лежат на гладком столе. Силу, равную 0,5 ньютона, и направленный вдоль нити проложили. Первое к бруску массой М1 и второе к бруску массой М2. Найти для каждого случая ускорение и силу натяжения нити. Задача известна о том, что два бруска массой М1 2 кг и М2 равно 3 кг связаны нитью и приложена сила к ним F 0,5 ньютона. Один раз сила приложена к бруску М1, другой раз сила приложена к бруску М2. Найти в этих случаях какое будет ускорение этих брусков и силу натяжения нити Т1 и Т2. В этом случае сила F приложена в первом варианте к бруску массой М1 0,5 ньютона. Но поскольку эти бруски оба связаны нерастяжимой нитью, для того, чтобы посчитать ускорение, с которым они движутся, достаточно объединить эти две массы. Поскольку коэффициента трения здесь нет, на гладком столе лежат, поэтому мы просто говорим о том, что сила F будет равна общей массе их умноженной на ускорение. М1 плюс М2 умноженной на А. Но их можно объединить, сделать общую массу. И отсюда А можно посчитать. Это будет F, деленное на М1 плюс М2. Подставим значение 0,5 ньютона делить на 5 килограмм. Ньютоны заменим их значениями 0,5 килограмма на метры. Секунды в квадрате сразу допишем в знаменатель. И здесь 5 килограмм. Килограммы сокращаются. Что остается? Остается 0,1. Здесь метры и секунды в квадрате. Ускорение этой системы двух тел будет равно 0,1 метра за секунду в квадрате. Имея такое значение, можно теперь посчитать, какое же будет натяжение Т1. Т1 тянет этот второй брусок. Он же тянет его с этим ускорением. Можно сказать, что Т1 будет равно М2, что множится на ускорение, на подставляем сюда значение, получаем 3 килограмма, что множим на 0,1 метр за секунду в квадрате. И мы получаем 0,3 килограмма на метр на секунду в квадрате, или получаем 0,3 ньютона. Сила натяжения нити в первом варианте мы посчитали 0,3 ньютона, когда первая сила приложена именно к бруску М1. Итак, можем записать о том, что А равно 0,1 метра за секунду в квадрате. И Т первое будет равно 0,3 ньютона. Теперь рассмотрим случай, когда к М2 приложена сила F. Я сразу написал в ответе ускорение. Почему? Потому что в данном случае получается то же самое. Массы объединяем для того, чтобы посчитать ускорение. Они будут выглядеть как единая масса. И ускорение здесь будет просто повторение вот этого варианта. Тоже то же самое. Для этого случая ускорение тоже равна 0,1 метра за секунду в квадрате. А сила, вот это Т2, которая обуславливает это ускорение для первого тела, давайте посчитаем, что она будет равна. Т2 равно М1, что множится на ускорение, равно 2 килограмма на 0,1 метра за секунду в квадрате. Равно 0,2 килограмма на метр в секунду в квадрате, или 0,2 ньютона. Т2 у нас будет равно 0,2 ньютона. Это когда сила приложена к М2. Если внимательно посмотреть, тогда получается, если это 0,2 ньютона, значит разница этих сил приложена к М2. А тут то же самое наоборот. Это благодаря тому, что нет коэффициента трения.